Привет, мои творческие ручки! Сегодня у нас не просто поделка, а настоящий бумажно-шариково-слаймовый эксперимент. Мы будем делать сквиш-дампинг, ну или по-нашему сквиш-пельмешек. Да-да, пельмень которого не едят, а жмякают. Я подготовила для вас шаблон бумажной коробочки в оригинальном размере. Ссылка, как всегда, в описании под видео. Заходите, скачивайте, вырезайте, собирайте вместе со мной. Ножницы в руки, клей наготове, включаем хорошее настроение. Поехали! Я уверена, что вы все отлично умеете вырезать, поэтому этот процесс я пропущу. Потому что если я начну показывать, как вырезаю каждую детальку, мы с вами тут останемся до завтра. А нам сегодня надо не просто бумагу погладить ножницами, а сделать целого пельмешка. Сначала собираем нижнюю часть коробочки. Вот эти полоски нужно склеить между собой, чтобы они стали длиннее. Получается такая бумажная змейка, только не кусается, а помогает делать коробочку. Клей можно использовать любой. А если клея нет, достаем скотч. Скотч вообще как супергерой, где что отвалилось, он уже тут как тут. Когда полоски готовы, берем обычную полоску и приклеиваем к ней полоску с зубчиками. Эти зубчики не просто украшения. Это такие маленькие бумажные лапки, они будут держать донышко, чтобы наш пельмень потом не сказал: «Я ухожу» и не выпал из коробки. Теперь аккуратно сгибаем зубчики внутрь. Будем считать, что это мини-зарядка для пальчиков. Теперь наносим клей на несколько зубчиков и приклеиваем их к круглому донышку. Не надо мазать сразу все подряд, а то клей решит: я самостоятельный. И приклеиться куда не просили. Делаем маленькими участками. Намазали, приклеили, прижали. Намазали, приклеили, прижали. И вот наша нижняя часть готова. Смотрите, уже похожа на маленькую бумажную тарелочку для важного пельменя. Точно так же собираем верхнюю часть, крышечку. Склеиваем полоску, сгибаем зубчики, приклеиваем круг. Все по той же схеме. Зубчики работают, клей старается, мы контролируем ситуацию. Крышечка готова. Пельмешек еще не родился, а домик у него уже есть. А чтобы коробочку было удобно открывать, сделаем ручку. Берем самую тоненькую полосочку, складываем пополам и склеиваем. Теперь подгибаем края. Получается толстенькая буква «П» на коротких ножках. Если бы буквы ходили в спортзал, буква «П» выглядела бы именно так. Немного изгибаем ручку и приклеиваем сверху крышки. Все, коробочка готова принимать важного гостя. А теперь начинается самое интересное. Сейчас обычный шарик превратится в сквиш-дампинг. Пока он просто шарик, но мы-то знаем, внутри у него большое пельменное будущее. Отрезаем у шарика горлышко, только аккуратно и совсем немного. И вот эту маленькую резиночку не выбрасываем, она еще сыграет важную роль. Прямо как маленький герой второго плана. Теперь выворачиваем шарик наизнанку. Да, выглядит странно. Но иногда, чтобы стать пельменем, нужно немного побыть не собой. Берем нижнюю часть шарика и закручиваем ее спиралькой. Вот так, крутим, 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 почти как будто делаем прическу пельменю. Теперь крепко перетягиваем эту спиральку нашей резиночкой, потому что если завязать слабо, потом начнешь жмякать, а внутри все скажет: до свидания. И это будет не сквиш, а маленькая слаймовая катастрофа. Теперь выворачиваем шарик обратно. Смотрите, внутри спиралька, завиток, а сверху уже появляется форма, похожая на пельмешек. У него еще нет лица, но характер уже чувствуется. А теперь достаем слайм. Ого, мои любимые слаймы! Тянутся, блестят, хлопают и делают вид, что они тут главные. Но сегодня главный у нас пельмешек, а слайм будет его мягкой блестящей начинкой. Добавим немного глиттера под цвет слайма. Потому что обычный слайм – это хорошо, а слайм с блестками – это уже праздник в шарике. Перемешиваем. Ого, смотрите, как переливается. Я сейчас чуть не залипла. Так, собираемся. Мы тут мастер-класс снимаем, а не в гипноз с блестками играем. Пишите в комментариях, нравится вам такой блестящий вариант или лучше без глиттера. Теперь наполняем шарик слаймом. Скажу честно, это не самая удобная часть. Шарик сопротивляется, слайм делает вид, что он макаронина, а мы просто пытаемся сохранить спокойствие. Но ничего, мы справимся. Аккуратно наполняем, немного надуваем до нужного размера и смотрим на форму. Ого, вот это уже похоже на будущую звезду коробочки. Теперь завязываем хвостик-узелок, а чтобы он не мешал, заклеим его прозрачным скотчем. Хвостик спрятали, порядок навели. И наступает моя любимая часть – рисуем мордашку.
Я беру черные и белые перманентные маркеры. Можно использовать акриловые маркеры Posca или даже обычную ручку, если она хорошо пишет по шарику, конечно. Рисуем глазки, ротик, щечки. Так, один глазик, второй глазик, улыбочка. Все, он ожил. Смотрите на него, это не просто пельмень, это пельмень, который знает, что он красивый. Теперь проверим. А вот оригинальный сквиш-пельмень из магазина. Интересный, красивый, но стоит прилично. А вот наш сквиш, сделанный своими руками, дешевле, веселее и с душой. И самое главное, его можно жмякать. Ну что, как вам такой сквиш-дампинг? Пишите в комментариях, получился ли у вас такой пельмешек. И если хотите еще одну версию такого сквиша, тоже пишите. А я с вами прощаюсь. Всем пока, и пусть ваши поделки всегда получаются с первого раза. Ну, или хотя бы со второго. Догадайтесь, что я положила вовнутрь этого пельменя.